Привет, друзья! Вы на канале «Путешествуй вкусно». Сегодня мы летим в Америку. А как летим, я вам расскажу все в этом ролике, потому что путь непростой, нюансов много. Стыковка у нас будет в Стамбуле. Но это, наверное, самый единственный оптимальный метод долететь до Америки. Билеты покупать сложно, особенно тем, у кого нет карт иностранных. У меня есть карта, но при этом очень удобно пользоваться ресурсом Aviasales, потому что мы покупаем по рублевой карте. Немножко побудем в Стамбуле, переночуем там, посмотрим, что можно сделать. Надеюсь, мой метод вам понравится. Поехали. Сейчас пойдем проходить границу, посмотрим, как нас примут пограничники. Досмотр прошли. Кстати, обращаю внимание, там была семья с детьми, и отобрали игрушечные пистолеты, там было 4 ствола. Вот. В общем, с игрушечными пистолетами в ручной кладе нельзя, потому что имитация оружия запрещено. И у меня, знаете, такой возник вопрос. Пишите в комментариях, почему так? Почему дети играют с оружием? И мама этого ребенка, для которого были эти пистолеты, сказала, что почему вы отбираете, у ребенка будет стресс. Они говорят, окей, либо оформляйте хранение, либо возвращайтесь на стойку регистрации и сдавайте все это в багаж. Внуково достаточно немноголюдно, много всяких дьюти-фришек. То, что надо, конечно, нет. Ну так, буклишка там, сиги, тряпочки, бренды какие-то. Мы ищем, где перекусить. Ехать в Америку нынче непросто. Как минимум нужна виза. С билетами мы разобрались. Билеты можно купить через сервис Aviasales. Ссылка будет в описании. А с визами сложнее. Но если есть желание, нет ничего невозможного. Визу можно сделать в Казахстане, заодно прекрасный город Алматы, провести там несколько дней, поесть вкусной еды. У меня есть ролик об этом. Нужно записаться на собеседование. Если будет интересно, пишите в комментариях там, или мне в личку, я расскажу подробно, через кого я это делала и как это делала. Но имеем визу на руках. Все, границы открыты, можно путешествовать. Очень были, опять же, повторюсь, через Aviasales приятные цены на билеты, дешевле, чем в прошлом году. И я выбираю именно со стоповером в Стамбуле, чтобы можно было прилететь, спокойно провести вечер. Можно стоповер взять побольше, чтобы полюбоваться прекрасным городом. Стамбул уникальный, очень интересный, очень колоритный город контрастов. Еще, конечно, туда лучше ехать дня так на 3-4, поэтому в этот раз я еду без самого Стамбула, а недалеко остановлюсь от аэропорта. Кстати, отель я нашла при помощи Хотела ОК, тоже ссылка будет в описании. Смотрите, проходите по ссылке, смотрите, выбирайте себе, где хотите остановиться, варианты. И остановлюсь я в этот раз в Стамбуле на берегу Черного моря. Мне кажется, это будет облегчит как-то путь, потому что 4,5 часа до Стамбула и 13 часов из Стамбула до Даллас-Форт Уорт. Лечу я в Техас. Много чего интересного я вам покажу, расскажу, попробуем. Самый большой после Аляски штат США, самый богатый, весьма колоритный. Это Дикий Запад с большими тачками, ковбоями, с музеями, с космосом, с нефтью, с мексиканской едой. Ну что, друзья, принесли, получается, ужин уже у нас, да? Салатик, булочка свежая, винишко, смотрите, десертик. Такое мясо, очень вкусно пахнет. Видно, что оно на огне сделано. И картофельный гратен с сыром. Как же это вкусно, сливочно пахнет. И пахнет огоньком, дымком мяса. Потрясающе, мне кажется, это будет вкусно.
Каких-то 4,5 часа, и вот мы в аэропорту Стамбула. Вещи нам не отдавали, они уехали на следующий самолет. Кстати, обращаю ваше внимание, в Стамбуле теперь платные тележки. Лучше, чтобы была какая-то мелочушка с собой, там 1 евро или 25 лир. Прям неожиданное изменение такое. Не то, чтобы мне прям очень телега нужна была, но имейте в виду, что если вам надо будет, лучше заранее подготовиться и привезти с собой копеечки. Кстати, вот прикольная штука очень, такой аэропортовый арт, потому что во многих аэропортах крутых устанавливаются какие-то арт-объекты. Ну что, поедем теперь на такси. Выходишь, и желтое такси, его настоятельно мне рекомендовали. Конечно, авантюрное было решение поселиться именно недалеко от аэропорта. С другой стороны, это дешевле по трансферу, и это прям целое приключение. Такси можно оплатить картами, но у моей подруги 2 карты. American Express и MasterCard, американские карты. И представляете, они не прокатили, в Турции не работают. Но я совершенно спокойно оплатила такси карточкой казахской Каспибанка. На счастье, кошка кому дорогу перебежала, черная. Ну вот мы нашли такое кафе. Хозяин отеля любезно нас привез. Хамид Терим, прекрасный молодой человек. Курт. Общаемся мы исключительно через телефон. То есть Хамид не очень знает английский, а мы совсем не знаем турецкий. Вот принесли свежую рыбу, свежепойманную из Черного моря, свежий салат, заправленный каким-то невероятным оливковое масло и там и кунжут, наверное. Очень вкусная заправка. Сочная, свежая, восхитительная рыба. Все, что нужно путнику перед ночлегом, перед длительным трансатлантическим перелетом. А руккола, посмотрите, какая жирная руккола. Я всегда любила рукколу в Турции. Ваше здоровье. В общем, в Турции 2 восхитительных безалкогольных напитка. Это айран и это шалгам. Хотела барабульку заказать, но что-то у них не было барабульки. Рыба что-то вот такая, знаете, ставридка крупная. Скумбриевый вкус. Ставрида скумбриевый. Вот, но очень вкусная. Конечно, свежая рыба – это бесценно. Это я повторяю всегда. И жить в море бесценно. Поэтому мы и приехали не в город, потому что на город нужно побольше времени и дороже, а вот именно рядом с аэропортом. Маленькая деревушка, аутентичная еда. Люди добрые, очень добрые люди. Хамид повез показать, где мы остановились. Это город Карабурум. И получается, я даже увижу с самолета, потому что мы должны будем лететь над Черным морем. И вот получается здесь такая лагуна, знаменитый на 15 миль маяк. Вот, viewpoint. Очень красивые фотки получаются. Немножечко на отшибе, как вот мы остановились. Еще прикольно, что гостиница-то, в ней никто не живет, и мы единственные постояльцы. У них даже телевизоры сняты, потому что не сезон, и никто не приезжает. Вот это вот удивительно. Может быть, после моей поездки люди решат повторить такой же трип. Неважно, куда вы, в Америку летите, не в Америку. Если есть топ-овер, то почему нет, не остаться. И пойдем посмотрим, как все это выглядит при дневном свете. Потому что вчера-то в темноте приехали. Уже ничего не видно было. Ну, наверное, здесь вот во внутреннем дворике будет, когда будет сезон, завтрак. Потому что у нас завтрака нет. Ну вот смотрите, выходишь, и сразу море, большой пляж. Ну и дорога, конечно. Ну, ничего страшного. Можно перейти дорогу и прогуляться по морю. И очень теплая погода. Вот сейчас конец октября. Вот так выглядит гостиница. Буквально несколько номеров. Внизу ресторанчик. Но, опять же, закрыто, на не сезон. А так сидишь, пьешь кофе, смотришь на море, коротаешь время перед полетом. Милое дело. Не знаю, вот это вот все-таки моя эстетика. Оставим Стамбул на потом. А сейчас вот именно такая, знаете, околоаэропортовая провинция. Ну да, такое проживание достаточно экстремальное. Но кроме того, что посмотрите, море, собачки бегают сладкие. Вот. Но отель, видимо, полузаброшенный за 40 евро, за 43 евро. Кофе нет, завтрака нет. Вот предложили, сказали, что это все может быть в будущем. На вопрос, в каком будущем, ничего не ответили. Порекомендовали 100 метров сходить в какой-то ресторанчик есть. Там можно выпить кофе и съесть блин. Пойдем посмотрим. Короче, я так понимаю, надо ехать отсюда после вчерашних приключений и красот в аэропорт. Там вся жизнь.
Надо еще такси найти. Ну, такие сладкие там бегают, хвостами крутят. Ну что, малыши, пойдемте в деревеньку, поищем, где там можно нам позавтракать. Ну, какие. Ни одна машина мимо не проедет. Приморская деревенька. Флаги висят завтра. Праздник большой, вернее, послезавтра, 29-го. 100 лет Турецкой Республики. Кругом все украшено флагами. Вот пришли, прекрасно выглядит кафе. Симоварий, что в переводе означает самовар, безусловно. Ой, свежеиспеченный хлеб. А в бутылках этих, кстати, уксус органический. Причем из разных видов фруктов. Инжирный, гранатовый, ежевичный, кизиловый. Пожалуйста, меню не очень оно большое. И вот в таких бутылках они делают больших уксус, и потом разливают и продают. Минимен. Вот как называется этот их знаменитый омлет. Ну и, конечно же, какое утро без турецкого кофе. Мехмед Эфенди. Мы даже в Москве его покупаем, пьем. А когда такой вид? Видите, море. Сидишь, кофе, море. Это бесценно. Людей практически никого нет. Кофе очень мелко перемолотый. Прям чувствуется, вот, что он какой-то особенный. А вот и есть самовар для чая. То есть стоит прям тележка на дороге. Одинокие путники могут остановиться и выпить чашечку чая с какой-нибудь сладостью. Почему нет? В Турции очень вкусный чай, как и кофе. Тоже я всегда привожу с собой. Вот хозяин идет. Сейчас поможем ему разжечь. Без нас-то он точно не справится. А без меня в особенности. Сейчас Виктория подойдет, покажет, как надо разжигать самовары. Очень такой хозяин добродушный. Знаете, такой домашний ресторанчик. Очень клевый. Ну, на языке эсперанто, конечно же, мы говорим. Что-то типа такого, знаете, ДСП шпона, что ли. Вот этот материал. Ну, горит хорошо. Так что скоро будет чай из самовара. А вот уже хозяйка готовит нам лепешки знаменитые. Гёземе. Одни с сыром, а вторые с картошкой. И помню, первый раз я была в Турции в 10-м, наверное, году. И вот в отеле бабулечка тоже такие лепешки готовила. И все время брала с сыром и обязательно со сладким чаем. Вот они так сервировали нарядно. Огурчик не пластиковый, нормальный огурчик. Приборчики. И вот пробуем с сыром. Сыр солененький. Чаечек жду. Тонкое тесто пресное. Обжаривается с двух сторон. Посмотрите, такой чуть-чуть солоноватый сыр. Не знаю, как он называется, но очень вкусный. И прям именно вот со сладким чаем. А вот с картохой. Картошка с луком. Наши люди. И картоха, и лук с помидоркой. А вот чаек подоспел. Обязательно сделать его сладким. Вот кофе я пью без сахара, а чай обязательно должен быть сладким. 2 кусочка вполне достаточно, чтобы контраст соленого сыра и сладкий чай разорвали рецепторы. Кстати, турецкий чай настоятельно рекомендую. Он у нас продается. И вот такие чашечки прекрасно. Да, мне кажется, вот именно из-за чашек он еще вкуснее становится. В общем, беспроигрышный вариант. Разрыв рецепторов – это именно сырные какие-то лепешки. Они могут быть разные. Это даже может быть, не знаю, хачапури какой-нибудь. И сладкий чай, друзья. Ой, как же это вкусно. Кстати, заглянула опять на кухню. И как раз готовят вот эту вот мехемед, яичницу. Ну, что-то помидорок маловато. У нас уже места нет пробовать. А вы, если будете в Турции завтракать, обязательно вот это вот настоятельно рекомендую. Это яичница. Туда макаешь хлебом. Щепотку рукколы, яйца вкусные, сыр вкусный. И все это с чаечком опять. Ой, друзья, как же это вкусно. Работать на канале «Путешествуй вкусно». И смех, и грех, короче говоря. А пёсель нас ведет поздороваться с морем, потому что море – это, конечно, все. На прошлой неделе я была на той стороне Черного моря, с нашего берега. А сейчас вот турецкий берег. Шикарный песчаный пляж. Даже машины заезжают. То есть там подъезд есть. Тут небольшая дюнка вот такая вот, чтобы песка набрать в кроссовки. Ну как же без этого? И большой-большой широкий пляж. Хороший заход в море. Если бы были вещи с собой, я бы обязательно искупалась. Но я думаю, что мы вернемся в это место, потому что приятное место очень. А теперь остатками наших блинов с завтрака попробуем собачку покормить. Что-то особо энтузиазма нет. Шарик, ты балбес. Ну, на, попробуй. С картохой. Да иди, говорит, ты с мясом давай. Не буду я с картохой. Ну, оставлю, может быть, проголодается.
Ну да, видите, собак картошкой душу не обманешь. Хотя, может быть, не особо голодные. Так на вид ухоженные. Ну, прогуляюсь вдоль берега, там видела, рыбаки сидят. Поспрашиваем, как у них тут что с рыбалкой. На следующий раз буду знать, что можно. Может быть, даже договориться в море поехать. Вода очень теплая. Теплая, шикарный пляж. Знаете, несколько часов у моря – это очень здорово. Поэтому, если есть такая возможность, я вам настоятельно рекомендую вот это местечко. Кстати, вот смотрите, подходим. Я такую рыбалку не очень люблю. У меня низкий порог терпения. Мне нужно, чтобы все время был заброс рыбы, заброс рыбы. А здесь забросили, поставили держатель удочку. Ну и сиди, жди, когда будет оповещение о клеве. Эти удочки такие серьезные, морские, не просто какая-то там палка-два, крючочка. На серьезную рыбу серьезная снасть. Явно они тут не барабуду ловят. Что у нас там в Черном море? Барабулька, кефаль, калкан. Сейчас посмотрим, что там на наживку-то у нас. Наживка у нас рыбки маленькие и креветки. И вот ребята говорят, что ловят черноморского калкана. Еще есть черноморский сарган такой, знаете, как рыба-игла. Еще есть креветочки черноморские, как семечки. И еще есть хамса, это черноморский анчоус, и рапаны. Ну, друзья, мы подъезжаем, думаю, что к самому крупному в мире аэропорту. А история его строительства, собственно, такая. Турция в 2020 году хотела проводить Олимпиаду, и они подавались на конкурс. В Стамбуле есть 2 аэропорта, но пропускная способность очень маленькая. И к Олимпиаде нужно было построить аэропорт. К сожалению, Олимпийский комитет выбрал тогда Токио для проведения Олимпиады в 2020 году. А все, маховик запущен, и вот построили такой прекрасный аэропорт. Впервые он открылся в 2018 году, и до 2023 они должны были все закончить, полностью все этапы строительства. Стоимость этого аэропорта, на минуточку, $26 миллиардов. Представляете, вот какие деньги, и это здорово, потому что аэропорт реально впечатляет. Он находится в 35 километрах от Стамбула и открыт, кстати, 29 октября 2018 года, именно в День независимости. 150 миллионов пассажиров ежегодно планируется с расширением до 200 миллионов обслуживать, и где-то 350 направлений. Представляете? Я раньше думала, что есть какие-то другие аэропорты, там в Дубае, например, самый крупный. Нет, в Стамбуле. И когда его строили, то нужно было что-то сделать с 2,5 миллионов деревьев, которые на территории стройки были, произрастали. В итоге 657 тысяч вырубили, а остальные деревья пересадили в новые места. Представляете? Внутренняя парковка 12 тысяч мест. 5 взлетно-посадочных полос, 8 параллельных рулежных дорожек, диспетчерская башня, 77 телетрапов, стоянка на 500 самолетов, парковка будет расширена до 70 тысяч автомобилей. И он может обслуживать до 45 взлетов и посадок одновременно. Представляете? 200 миллионов они хотят пассажиропоток увеличить к 1935 году. Обязательно сходите в музей. Ну, слушайте, это целый город. Пойду Гуччи-Раш 2 посмотрю, может, дают. Нигде не могу найти. Если кто-то знает, пишите в комментариях, где Гуччи-Раш 2 можно купить. Нету. Будем искать. А у вас нет такого же, но с перламутровыми пуговицами? К сожалению, нет. Нет. Будем искать. Пожалуйста, на любой бюджет. Тут есть старые ароматы со скидками. Но я пойду смотреть свое любимое Байреда. Вот как раз пришли. Вот он, прекрасный аромат, от которого у всех возникают вопросы, что это за запах. И один раз я шла по Тверской, и за мной девушка бежала и спрашивала: скажите, пожалуйста, что это за духи такие? Представляете, какое впечатление производит вот этот запах. Так что в Москве приходите со мной встречаться. Я буду пахнуть этим ароматом. В общем, все места надушили, намазали и кремами. Теперь можно идти в самолет народ травить. А вы знаете, что конь, который сейчас изображен вот, как экспозиция, связан с Троей, потому что Шлиман нашел Трою на территории Турции. Читала я эту книгу, как он искал. Очень интересная история. Турецкие сладости. Ну, кстати, вот не обязательно все из Турции тащить. У нас прекрасно продаются турецкие продукты. Вот, и мы этим пользуемся. Отделение с локальными продуктами.
продуктами. Сыры, колбасы, чаи, оливковое масло. Это вот прям обязательная история. Вот такой вот информационный стенд, где можно на русском языке, пожалуйста, там все есть, обязательно русский язык в аэропорту. Можно забить свой рейс, посмотреть, из какого гейта вылетает. То есть, если вы не видите большое табло, а видите вот такие вот аппараты, то, пожалуйста, очень удобно там пользоваться. Ну, в общем, чтобы вы понимали, в аэропорту с Wi-Fi проблема. Даже не во всех есть кафе. Вот, поэтому есть вот такие вот киоски, где выбираешь русский язык, проводишь паспортом, получаешь талон. Дает на час бесплатно. Я вожу с собой 2 паспорта, чтобы была возможность быть на связи. Вот такие вот незатейливые хитрости здесь. Ну а что делать? К сожалению, так. Хотя во многих странах мира Wi-Fi, пожалуйста, свободно во многих аэропортах. Так что если у вас нет роуминга, имейте в виду, что вот такая может быть проблематика. Тут, конечно, посидеть бы, чаечку попить, сколько всего вкусного. А вот кофе по-турецки. Долмушечка. Аэропорт огромный, поэтому есть вот такие эскалаторы. Ну, они много где, конечно, есть. Вот. Но все очень комфортно, все чисто, все новое, кроме Wi-Fi. Прямо перед самой посадкой еще один досмотр, где проверяют содержимое там, рюкзаков, ручной клади. Общупывают прям сверху донизу. Вот, снимать нельзя. Ну все, осталось только долететь. 13 часов. Ну все, посадка прошла. Господи, вот я не знаю, каким богам молиться. Мы когда покупали билеты, а там, значит, ряды какие получаются? 3, 3, 3. Я себе выбрала место у окна, а Виктория у прохода. Вы представляете, как повезло? Никакого несвежего человека не посадили между нами. То есть это будет очень удобно лететь. Можно даже поспать нормально, там как-то хоть скрючившись, но лечь. Короче, вот так вот повезло. Шикарный интертеймент. Большие экраны, набор фильмов совершенно на разных языках, много на русском. Не прям там, чтобы каждый фильм на русский переведен, но есть, в общем, чем заняться в полете. Ну все, пошли на взлет. Разгон, закрылки и отрыв. Как раз можно посмотреть очень удобные места, не над крылом, то есть видно все, вот сами видите, какая картинка за бортом. Можно посмотреть, как выглядит аэропорт с высоты птичьего полета. Ну а сейчас мы уже подлетаем к морю Черному. Кстати, посмотрите, как вот ландшафт интересный. Я люблю смотреть в окошко, какие там поля, как возделывается земля, как обработана. Вот видите, как интересно тут все это выглядит. Как одеяло стеганое, лоскутное одеяло. А вон, кстати, место, где мы останавливались. Как раз вот этот полуостров, где стоит маяк. Вот эта бухточка. И пролетаем сейчас. И вот как раз виден вот этот пляж. Самая интересная часть дороги – это, конечно, еда. То есть, смотрите, эконом по меню. То есть, на выбор какие-то блюда. Я заказала себе мясо, а народ там брал макарошки. Винишко наливают, опять же. Айран, водичка. Сейчас попробуем вот это вот мясо. Мне кажется, оно... Запах, кстати, сумасшедший. Пахнет очень вкусно. Салатик, какая-то закусочка, мясо, десерт. Ну, булочка с маслом. Все очень свежее. Ну, на вид, по крайней мере. Вот какая-то закуска. Чечевичный хумус получается. Мясо бесподобная говядина. Они ее как-то грилят. Ну, то есть это как будто бы котлета, но на гриле сделано. И очень вкусная, там, и с дымком. Ваше здоровье. 33 удовольствия. Фильмы смотри. Кормят вкусно. Наливают, если кто выпить хочет. Передняя камера показывает, как прошел полет 13 часов. Ну, хочу сказать, что тяжело 13 часов лететь, потому что затекают ноги, отекают ноги. Приходится расхаживаться. Ну, вот за весь полет я посмотрел 5 фильмов и поспала пару часов, наверное. Ну, 2 раза кормежка была. Так вот такие дела на канале «Путешествуй вкусно». Ну что, 13 часов полета прошли. В принципе, нормально. Ну, тяжеловато, ногам тяжеловато. Но вкусно было. Можно несколько фильмов посмотреть, поработать. Что
что хочу сказать. Граница проходит паспортный контроль за буквально даже минуты не было. То есть они смотрят сетчатку, даже визу не проверяют. И на ломаном русском «добро пожаловать» говорят. Так что, видите, границы-то открыты. Даже такие далекие. Судя по виду, погода так себе, но мы не унываем. Скоро увидимся в новых видео про Хэллоуин. Вот. Ну или про что-нибудь другое. Посмотрим. Здесь много всего интересного и куча всяких разных событий, мероприятий. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. И до новых встреч.